Всем привет, с вами Bad Polygon, и вы смотрите четвертую часть урока из серии Blender Beginner Tutorials от CG Boost, где мы рассмотрим приемы моделирования твердых поверхностей и смоделируем нож. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на соцсети, так же как и временные метки к этому видео, я оставлю в описании. Итак, приступим к уроку. Добро пожаловать на четвертый урок из серии Blender Beginner Tutorials, в котором мы смоделируем 3D нож, чтобы разрезать наши яблоки пополам. Ну, естественно, нам не нужен 3D нож, чтобы разрезать наши яблоки пополам. Но на конечном изображении это должно выглядеть так, знаете ли. В любом случае, для этого мы будем использовать эталонное изображение, которое мы поместим в 3D Viewport, чтобы облегчить нам процесс моделирования, пока мы будем изучать все больше и больше хоткеев для ускорения процесса моделирования и навигации. Как всегда, помимо временных меток в описании видео, ниже вы сможете найти ссылку для подписки на наш раздел ресурсов, чтобы загрузить все текстуры, бленд-файлы и видео для этих проектов. Всем привет, меня зовут Зак из cgboost.com, и давайте начнем. И я подготовил для вас небольшое изображение, которое мы будем использовать в качестве образца для моделирования, но еще позже мы будем использовать его для текстурирования ножа. Итак, как видите, изображение у меня во внешней папке. И что я делаю? Я просто перетаскиваю его в окно просмотра Blender. И теперь он причудливо размещен здесь в 3D пространстве. Что я делаю? Я выбираю это, и вы знаете, что ярлык R предназначен для вращения. И я показывал вам, что вы можете сбросить вращение здесь, вернув его на 0,00. Но есть еще более быстрый способ сделать это. Просто нажав Alt-R. Итак, с помощью Alt-R вы сбрасываете вращение, и то же самое работает с масштабированием, нажав Alt-S. А также для положения, нажав Alt-G. Поэтому в этом случае я также нажимаю Alt-G, чтобы этот объект теперь идеально разместился в центре. И в общем этот объект представляет собой трехмерный объект, такой же как яблоко, поэтому можем использовать инструменты трансформа для масштабирования, перемещения и вращения. Однако этот объект эталонного изображения, что означает, что он не появится в окончательном рендере. Что означает, что мы можем увидеть его только здесь, в 3D Viewport. И когда мы отрендерим изображение нашей 3D сцены, его тут не будет. Итак, перейдем к виду сверху и пока немного уменьшим его. Хоть у меня и есть реальный размер этого ножа, пока я просто подгоняю его на глаз по сравнению с яблоком, чтобы он выглядел хорошо. Позже, когда мы закончим моделирование ножа, мы можем изменить его масштаб, если захотим. Но я думаю, что в данном случае так вполне нормально. Это изображение предназначено для вида сверху, поэтому я примерно поместил вид ножа сверху на красную линию. Давайте спрячем яблоко, чтобы оно не мешало. Я всегда стараюсь моделировать новые объекты в центре моей сцены, потому что это упрощает моделирование, особенно когда вы имеете дело с симметрией. Теперь давайте переместим объект немного вниз, потому что он не должен покрывать 3D объект, который мы хотим смоделировать. И мне также нужен референс на вид сбоку. Поэтому давайте перейдем к виду сбоку, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Duplicate Objects или просто нажмите Shift-D. Затем вы можете переместить его куда-нибудь, и теперь нам нужно его повернуть. И как вы знаете, вы можете использовать инструмент Rotate отсюда или просто нажать R для вращения. Ну, как-то очень странно вращается. Итак, что мы можем сделать, используя инструмент Move, Rotate или Scale хоткеями? Мы можем использовать дополнительные хоткеи, чтобы зафиксировать вращение или перемещение по определенной оси. В нашем случае я хочу вращать по оси X, поэтому при вращении я просто нажимаю X. Теперь я вижу, что он зафиксирован по оси X, но я также могу нажать Y или Z для другой оси. Но в нашем случае мне нужна ось X, и в верхнем левом углу вы можете увидеть, на сколько градусов мы повернули изображение. И мы также можем просто ввести число, например, 90 на клавиатуре, и нажать Enter для подтверждения. И мы повернули это изображение на 90 градусов. Вы также, если хотите, можете изменить значение здесь позже. Теперь давайте посмотрим на вид спереди. Сдвинем немного вниз, чтобы он также примерно совпал с красной осью X. И теперь у нас есть хороший референс для моделирования. Мы моделируем нож в проекции двух отдельных объектов. Мы будем моделировать ручку как один объект, а лезвие как другой объект. Начнем с ручки. Прежде всего, убедитесь, что 3D-курсор находится в центре вашей сцены, потому что в этом месте будут размещаться новые объекты. Итак, если он не в центре, щелкните правой кнопкой мыши и просто перейдите в Snap. Затем кликните на Cursor to World Origin. Теперь нажмем Shift-A, переходим в Mesh и добавляем куб.
Этот куб слишком большой, поэтому нажмите S и уменьшите его. А теперь давайте перейдем к виду спереди. И прежде всего проверим, подходит ли высота этого куба к ручке. Затем перейдем к виду сверху, нажмите S и зафиксируйте его по оси Y. Таким образом, эта блокировка одновременно работает для масштабирования и перемещения. Давайте уменьшим масштаб и переместим его сюда в центр. Нажмите S для масштабирования, X для оси X и масштабируйте его так, чтобы этот куб примерно покрыл здесь всю ручку. Между прочим, если вы хотите быстро изменить вид, не всегда заходя сюда, вы также можете сделать это с помощью numpad клавиатуры. Вы можете изменить вид, нажав единицу для вида спереди. Здесь вы всегда будете видеть, в каком виде вы находитесь сейчас. 3 для вида справа и 7 для вида сверху. Это работает только с цифровой клавиатурой, а не с числами над буквами. Если же у вас нет цифровой клавиатуры, вы можете использовать эту штуку или перейти в Edit, Preferences, а в Preferences перейти в Input и выбрать Emulate Numpad. Это означает, что числа над буквами теперь будут представлять собой цифровую клавиатуру, и вы можете использовать их для навигации по проекциям. Но в моем случае мне это не нужно. Итак, единица вид спереди, 3 вид справа и 7 вид сверху. Если хотите, наоборот, вы можете нажать 9 на клавиатуре, чтобы переключиться между низом и верхом, как видите. Если вы находитесь во фронтальном виде, единица на нампаде и 9, чтобы перейти на вид сзади. Или если у вас включена правая проекция, это 3 на нампаде, вы можете нажать 9 для обзора слева. Давайте перейдем к виду спереди. И как видите, у нас здесь небольшая проблема. Это поле в основном закрывает все фоновое изображение. И вот что мы сделаем. Мы выберем фоновое изображение. Теперь спуститесь к этому маленькому значку изображения. И здесь мы можем настроить несколько параметров для этого референса. Я установил Depth на Front. Это означает, что независимо от того, где расположен объект, он всегда будет отображаться впереди. Как видите, выглядит немного странно, но вот так это работает. Однако теперь изображение в основном покрывает объект, поэтому мы также должны включить Use Alpha и уменьшить Transparency. Теперь он расположен перед объектом с небольшой прозрачностью. Давайте перейдем к виду сверху, numpad 7. Выберите другое изображение и сделайте то же самое. Depth на Front, Use Alpha и уменьшите Transparency. Итак, теперь мы наконец можем приступить к моделированию ножа. Давайте выберем этот куб и с помощью Tab перейдем в режим редактирования. Прежде всего, убедитесь, что X-Ray включен. Это будет означать, что мы сможем работать с вершинами, ребрами и гранями, которые находятся на другой стороне, и мы их не видим. А если мы находимся спереди, мы практически не видим, что происходит с другой стороны. Поэтому опция X-Ray здесь очень важна. Итак, прежде всего, давайте добавим несколько петель. Вы можете использовать инструмент Loop Cut, или если вы не хотите этого делать, вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl-R. Теперь, как вы можете видеть, когда я навожу указатель мыши на этот куб, я вижу линию предварительного просмотра. И что самое интересное, когда вы используете ход K, вы можете прокручивать колесо мыши, чтобы добавлять больше петель. В левом нижнем углу вы увидите, сколько разрезов мы добавили. Итак, я добавлю пока 4. Подтверждаем левым кликом. Будьте осторожны, потому что теперь вы автоматически вошли в режим слайд, в котором вы можете перемещать их по поверхности. Если вы не хотите этого делать, просто нажмите Escape. Теперь у нас есть разрезы там, где они должны быть. Далее с включенным инструментом Box Select я выбираю эти вершины, и поскольку у меня включен X-Ray, я также автоматически выбираю еще одну на другой стороне. Итак, давайте вернемся к виду спереди и просто нажмем G, чтобы переместить это. Сейчас мы просто пытаемся примерно повторить форму этого ножа. Давайте нажмем Ctrl-R и добавим еще одну петлю сюда. Потяните немного вниз. Еще также давайте добавим одну здесь. И также потяните немного вниз. Итак, если я отключу X-Ray и перейду в режим объекта, вы увидите, что этот объект определенно слишком угловат, и поэтому мы снова аналогично яблоку добавляем модификатор Subdivision Surface. Итак, давайте щелкнем по нему и увеличим количество сабдивов в Viewport и Render до 3. Разница между Viewport и Render заключается в том, что Viewport отображается только тогда, когда мы редактируем что-то здесь, в 3D окне. А для Render это сабдивы, которые применимы к финальному рендеру.
Таким образом, количество сабдивов у Viewport и Render могут отличаться. Это уместно, если вы хотите, например, иметь более низкое разрешение во Viewport, чтобы область просмотра работала быстрее, потому что чем больше у вас объектов и чем выше разрешение, тем медленнее будет ваше окно просмотра. Вот почему, по сути, у нас есть два ползунка для одного и того же. Итак, теперь это действительно сглажено, но, как вы можете видеть здесь, на эталонном изображении эти ребра довольно резкие. Итак, перейдем на вид спереди, далее в режим редактирования и добавим лупкаты, аналогично тому, как мы делали для стебля яблока. Итак, я нажимаю Ctrl-R и перемещаю это ближе к краю. И теперь вы можете видеть, что край становится немного жестче. Кроме того, вы можете видеть сверху, у нас есть угловатая форма, которую мы также должны создать. Итак, прежде всего, давайте нажмем Ctrl-R и добавим петлю прямо в центре ножа. Давайте перейдем на вид сверху, 7 на нампаде, выберем это здесь, а затем с помощью Shift еще и это, выделив прямоугольником. Теперь нажмем G для перемещения и, как видите, я сделал небольшую ошибку, потому что забыл включить X-Ray. И вы видите, что происходит. Вы перемещаете эти вершины, а эти вершины с другой стороны не были выбраны. Поэтому давайте нажмем Ctrl-Z, чтобы отменить это. Вернемся к виду сверху, включим X-Ray и давайте сделаем это снова. Нажмите на G для перемещения, зафиксируйте его по оси X и сдвиньте немного в сторону. Теперь я быстро скрою эти два объекта, перейду в режим объекта и отключу X-Ray. Вы можете видеть, что здесь в центре нет никакой резкой линии. Теперь вернемся в режим редактирования и с зажатым Alt кликните по этому ребру, чтобы выделить всю петлю вокруг ножа. Теперь давайте воспользуемся инструментом Bevel, чтобы скосить это. Итак, я просто кликаю левой кнопкой мыши где-нибудь в окне просмотра и, удерживая, перемещаю, чтобы добавить небольшой скос. И здесь мы в основном делаем то же самое, как и здесь. Мы добавляем два ребра, которые очень близки друг к другу, а затем создадим этот жесткий край. Теперь давайте вернемся в объектный режим, и это по сути рукоятка ножа, которая у нас есть. Если я снова включу эталонное изображение, вы увидите, что здесь есть эти маленькие металлические цилиндры, но мы не будем добавлять их к ножу, потому что мы хотим, чтобы модель ножа была относительно простой, и эти маленькие цилиндры будут добавлены к ножу сквозь текстуру в любом случае позже. Итак, давайте скроем эти два изображения, кликнем правой кнопкой мыши и выберем Shade Smooth. Ручка должна быть выбрана. Давайте дважды щелкнем по названию куба здесь и назовем его Knife Handle, чтобы мы точно знали, что это за объект. И в заключение я нажимаю N, и вы можете видеть, что поскольку мы масштабировали объект вначале в режиме объекта, значения масштабирования непропорциональны, и, как я говорил вам в предыдущем видео, мы должны нажать Ctrl-A и применить масштаб, чтобы Blender понял, что это новое масштабирование объекта является новым масштабированием ручки по умолчанию. Не забудьте сохранить с помощью Ctrl-S. Окей, теперь давайте смоделируем лезвие ножа. Для этого прежде всего покажем два эталонных изображения. Убедитесь, что 3D-курсор находится в этом центре, и теперь давайте нажмем Shift-A, перейдем в Mesh и добавим еще один куб. Давайте перейдем к виду спереди, 1 на нампаде, и уменьшим его так, чтобы это примерно соответствовало высоте клинка. Но здесь мы сделаем одну вещь, потому что если вы посмотрите на нож сверху, то увидите лезвие, но мы не моделировали вырез внутри рукоятки. Поэтому мы проделаем здесь простой трюк. Мы просто переместим его немного выше деревянной части, чтобы позже мы смогли увидеть металл. Это означает, что мы также должны масштабировать это по оси X, чтобы с одной стороны это соответствовало размеру лезвия здесь, а также этой точке здесь. Итак, давайте переместим это и масштабируем, пока все не совпадет. Теперь давайте посмотрим сверху, 7 на нампаде. И теперь давайте масштабируем это S по оси Y, чтобы сделать ширину такой, какая она должна быть, примерно так. А теперь, как всегда, меняем масштаб объекта, поэтому нажимаем Ctrl-A и применяем масштаб. Теперь все вернулось к 1.1.1. Теперь давайте перейдем в режим редактирования. Убедитесь, что X-Ray включен. И прежде чем придать ему форму ножа, давайте добавим здесь острое ребро.
Итак, для этого перейдем к инструменту Select Box и просто выберем эту часть. Нажмите S для масштабирования, в данном случае Y для оси Y. А теперь просто введите 0 на клавиатуре и нажмите Enter для подтверждения. Теперь у нас есть эта основная форма, но все же у нас есть небольшая проблема, потому что если я выберу левой кнопкой мыши одну из этих вершин, вы увидите, что эта сетка просто лежит друг на друге. И это может создать проблемы позже, поэтому я снова выберу это, и мы можем объединить вершины, которые находятся друг над другом. Их нужно выбрать, затем перейти в Vertex, Merge Vertices, а затем нажать By Distance. Теперь, как вы можете видеть, две вершины были удалены, потому что они объединились. И если я выберу одну из них, вы увидите, что это одна вершина. Теперь перейдем к виду спереди, один на нампаде, и приступим к формированию объекта. В данном случае мы не будем использовать модификатор Subsurface, потому что у этого объекта очень острые края. Итак, во-первых, давайте воспользуемся инструментом Loop Cut или нажмем Ctrl-R и добавим здесь разрез. Еще один примерно в центре лезвия, и на этом все. Почему, расскажу через секунду. Затем выберите здесь это, нажмите G и сдвиньте немного вверх. Не обязательно идеально. Мы добавим изгиб здесь через секунду. И давайте также немного опустим это. По сути, я редактирую этот разрез, чтобы здесь у нас была прямая линия металла, чтобы мы могли видеть его так, как мы видим его здесь. Потому что если я просто соединю эти два, тогда в какой-то момент металл исчезнет внутри дерева, а мы этого не хотим. А это мы просто добавляем, чтобы добавить ножу немного изгиба. Итак, прежде всего, давайте выберем эти две вершины, которые в основном также выделяют ребро внутри. И давайте вернемся к виду спереди. И теперь воспользуемся инструментом Bevel. Итак, кликаем левой кнопкой мыши и, удерживая ее, передвигаем, чтобы добавить скос. И как только я подтверждаю это, вы увидите, что у нас появится несколько опций. Поэтому давайте увеличим сегменты, и вы увидите, что теперь мы можем добавить немного этого красивого округлого изгиба. Но не стоит добавлять слишком много, потому что в какой-то момент это может разрушить геометрию. И вы также можете поиграть с шириной, чтобы она идеально подошла здесь. Затем вернемся к инструменту Select Box. Давайте немного переместим это вверх, а также выделим здесь весь цикл и сделаем еще один скос. Но вам не всегда нужно использовать инструмент. Вы также можете нажать Ctrl-B, чтобы активировать инструмент Bevel. И что круто, когда вы используете Hotkey, вы также можете прокручивать колесо мыши, чтобы добавлять петли между ними. Итак, теперь у нас нет этого резкого края на ноже, но есть этот длинный плавный изгиб. И если хотите, можно сделать то же самое здесь. Ctrl-B, наверное. Не добавляйте слишком много катов, может быть всего 2. Теперь давайте спрячем эти два объекта и посмотрим, как это выглядит без X-Ray. Я думаю, это выглядит неплохо. Теперь давайте выберем это. Правый клик мыши, Shade Smooth, и теперь, как видите, это выглядит довольно странно. И есть два способа исправить это. Для начала вы можете перейти к этой маленькой иконке сетки. Перейдите в Normals и нажмите Auto Smooth. Тогда будут сглажены только грани с определенным углом друг к другу, а углы, которые выше этого, как здесь, например, просто получат очень острые края. Но я все еще хочу немного скосить здесь. Итак, я оставлю Auto Smooth включенным, это важно. И я перехожу к модификаторам и добавлю модификатор Bevel. Модификатор Bevel добавляет сюда этот красивый маленький скошенный край. И я также могу изменить ширину, если захочу. Если вы удерживаете Shift при изменении этого параметра, вы можете изменить его более точно. Итак, я просто хочу получить очень тонкий край. И я хочу, чтобы он выглядел более округлым. А что мы можем для этого сделать? Мы можем включить Harden Normals. Итак, вы видите, это добавляет красивую гладкую форму, но это хорошо работает только если у вас включен Auto Smooth. Как видите, если он отключен, это выглядит некрасиво. Итак, давайте вернемся к модификатору, и вы увидите, что эти ребра здесь также скошены. И это тоже выглядит странно. Мы хотим получить здесь очень гладкую плоскую поверхность. И чтобы изменить это, мы можем в основном установить Limit Method на Angle
И опять же, будут скошены только углы, превышающие 30 градусов. И в данном случае они не будут скошены. И теперь у нас есть очень тонкий скошенный край, который позже очень хорошо будет отражать свет и будет выглядеть красиво. Итак, давайте назовем объект Knife Blade. И нам нужно сделать одну вещь, потому что прямо сейчас, если я выберу ручку и поверну ее, лезвие просто останется на месте. Но поскольку объект здесь использует модификатор Subsurf, а в нем используется модификатор Bevel, я не могу просто соединить эти два объекта, как я сделал со стеблем и яблоком. Итак, вместо этого мы оставляем оба объекта раздельными, но родительскими. Родительские означают, что мы по сути приклеиваем один объект к другому, но они все равно остаются отдельными. Итак, для этого выберите лезвие, затем с помощью Shift рукоятку кликните правой кнопкой мыши, перейдите к Parent и нажмите Object. Теперь здесь в иерархии вы можете видеть, что лезвие теперь находится внутри рукоятки. Это означает, что если я выбираю ручку и буду перемещать ее или вращать, лезвие тоже будет перемещаться, но если я выберу лезвие, я все равно могу его свободно перемещать. Вы можете видеть эту пунктирную линию, которая соединена с этой ручкой, поэтому она всегда будет двигаться вместе с ней. Давайте отменим это. И если вы хотите удалить что-то из родительского, вы просто выбираете это, кликаете правой кнопкой мыши, переходите в Parent, а затем выбираете Clear Parent. Окей, теперь у нас есть хороший нож и красивое яблоко, и мы также можем удалить эти два референса, потому что они нам больше не нужны. Обязательно сохраните этот blend файл. Окей, ребята, теперь у вас есть приблизительное представление о том, как создавать Hard Surface объекты в Blender. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, а также оставить комментарий. И если вы хотите в будущем получать уведомления, не забудьте отметить колокольчик под этим видео. В этом уроке мы лишь поверхностно рассмотрели инструменты моделирования, которые есть в Blender. Если вы хотите узнать больше об этих инструментах моделирования и глубже взглянуть на все настройки и параметры, которые есть, обязательно ознакомьтесь с нашим курсом Blender 2.8 Launchpad, перейдя по ссылке в описании, где мы рассмотрим все важные моменты обо всех этих инструментах, а также используем их при создании этой красивой анимированной автомобильной сцены. Спасибо за просмотр, ребята. В следующем видео мы создадим чашу и деревянные доски, а затем будем использовать их в качестве объектов столкновения для простой симуляции ткани, чтобы создать этот кусок ткани. Увидимся там, пока.